беседуем с Эмилией Кабаковой, с автором творческого тандема ведущих художников-концептуалистов Илья и Эмилия Кабаковы. Для тех, кто еще не успел посмотреть интервью, которое мы сделали до периода пандемии коронавируса, вы можете найти его на этом YouTube-канале. Сегодняшнее интервью мы делаем в продолжении нашей предыдущей беседы. Спасибо, Эмилия, за эту возможность пообщаться. Я могу сказать то же самое. Спасибо вам. У нас есть вопросы от людей из мира искусства, а также тех, кто его любит и им интересуется. Эти вопросы я задам в конце передачи. Если вы не возражаете, мы начнем с тех вопросов, которые я подготовила для нашей встречи. Хорошо. Вы сейчас у себя дома в Нью-Йорке. Как проходит самоизоляция? Ну, мы, слава богу, не в Нью-Йорке, а мы на Лонг-Айленде. Это 2 часа от Нью-Йорка. Это как один из наших студентов бывших и ассистентов говорит, что это рай, парадайз он называет. И как в любом раю, как бы есть свои хорошие стороны, есть плохие стороны. Но одна хорошая сторона, что мы практически никого не видим, кроме вот как я сейчас с вами разговариваю по компьютеру. Плохая сторона, что семью мы также точно видим, только по компьютеру. В основном изменилось только то, что мы не путешествуем сейчас. Но Илья уже не путешествует почти последние 5 лет, значит, это только меня касается. Для него очень хорошо, что я сижу дома. Он очень доволен этой ситуацией. Я никуда не еду, не нужно думать, что со мной может что-то случиться или что с ним может что-то случиться, пока меня нет. А в основном, как было, так и есть. В результате событий, связанных с коронавирусом в последние несколько месяцев, по вашему мнению, узнаем ли мы что-то новое о человечестве или это повторение предыдущего опыта, предыдущих историй? Я считаю, что это беспрецедентный эпизод в истории человечества, потому что напал враг, которого мы не видим, он невидимый. Мы не знаем, с какой стороны он подойдет. У меня дочь занимается, она одна, как бы сказать, ну, прям скажем, глава группы, которая ищет вакцину. И она говорит, я не понимаю, что это такое. Пока я не пойму, вы сидите дома. Что довольно страшно, поскольку они лидирующая группа в Америке, и, наверное, одна из лидирующих во всем мире. Если они не понимают, что это такое, я могу сказать, что надежда только на то, что мы все в какой-то момент слегка переболеем, они найдут вакцину, найдут лекарства. Мир, безусловно, изменится. Во-первых, какое-то время, даже после того, как мы выйдем из изоляции, я думаю, что останется вот этот страх перед другими. Я, по-моему, вам уже говорила, что несколько лет тому назад, говоря о толерантности, говоря о том, что люди бесконечно воюют друг с другом, бесконечные проблемы, которые не нужны никому, мы кончим тем, что мы окажемся врагами. Мы будем ощущать себя, сидя в своих пещерах, бояться того видимого или невидимого врага и относиться с подозрением к другому. То есть мы возвращаемся в какие-то древние времена. И вот наступило это время неожиданно, непредсказуемо. Мы совершенно не ожидали. С другой стороны, все время шли разговоры о том, что будет пандемия вот такая, что будет какая-то вирусная война. И как получилось так, что никто к ней не готов, ни одно правительство в мире не оказалось готовым, это другой вопрос. Это уже не мой вопрос, а вопрос как бы политиков и основной массы населения Земли. Но вот мы сейчас сидим в очень комфортабельных условиях, большинство из нас. У нас есть свет, у нас есть вода, у нас есть еда, и у нас, в принципе, бомбы на голову не падают, как во время войны. И тем не менее, мы боимся, вот вы когда смотрите, и люди пишут все время, что иду по улице и отскакиваю в сторону, если навстречу идет другой человек. Мы боимся подойти к тем, кто пришел и принес какие-то почту просто элементарную. Это сохранится ощущение страха. Вот эта боязнь за свою жизнь, она обострилась, и это очень страшно. Конечно, страшная ситуация с музеями, очень тяжелая ситуация с галереями, очень
И для огромного количества людей жизнь изменилась сейчас, и кто-то выживет в этой ситуации. Я говорю не физически сейчас, а о бизнесах, об- о, многие-многие вещи, которые мы принимали как просто существующие, например, то, что мы летали как ненормальные по всему миру без конца, безо всяких ограничений, даже не задумываясь, летели во все стороны. Мы ездили, мы встречались друг с другом, люди бесконечно проводили время в разговорах, в путешествиях, в митингах персональных. А вот сейчас все это перешло на интернет. Останется ли интернет доминирующим средством общения? Вполне может быть. Или люди рванут все встречаться к персональному общению, поскольку это гораздо важнее для них. И все-таки, вот так же, как мы говорим о посещении музея, наверное, невозможно понять картину, если ты не стоишь перед ней персонально и не ощущаешь вибрации, которые заложил туда художник. Наверное, невозможно разговаривать с другим человеком, вот так, как мы сейчас разговариваем с вами, потому что ты не чувствуешь этой вибрации персональности, его индивидуальности, его интонации даже каких-то, которые видны или ощутимы тобой, твоей кожей даже, хотя, может быть, мы этого не всегда это понимаем, когда мы персонально видим друг друга, а вот когда мы разговариваем по интернету, наверное, это все-таки исчезает. Так что мы увидим, когда мы выйдем из наших пещер, мы увидим, что изменилось в этом мире. И, безусловно, он изменится. Считаете ли вы, что искусство, созданное во времена эпидемий, войн, другими словами, в экстремальных ситуациях, отличается от искусства, созданного в обычное время? А, понимаете, не каждый художник, как собака, реагирует на тарелку с едой. Они разные. И я уже много раз говорила об этом, что мы почему-то считаем, что художник мгновенно должен, обязан давать реакцию на реальность. Есть огромное количество художников, которые с реальностью просто никогда не связаны. Они живут в мире фантазии. Поэтому для них реальность, она пугает их тем, что она вовлекает их в этот мир реальности, в котором они до этого не были на самом деле. И для меня пример очень хороший Илья, и мы, например, сегодня утром как раз обсуждали этот вопрос. Он говорит, что он прожил, я спрашиваю, почему все время ты возвращаешься к советской теме, почему Сталин доминирует твою жизнь сегодня, практически 70 лет спустя после того, как этот человек умер, или 80 даже. А что так запало в память, так сформировала твою жизнь эта ситуация, хотя ты уже 32 года живешь в другом мире, у тебя другие интересы. И, честно говоря, и сам этот человек, людоед, так сказать, он умер давным-давно, его нет. Да, какие-то последствия остались. Мы об этом говорим так же, как мы говорим о Гитлере, так же, как мы говорим там, об Иване Грозном, скажем. Нас там не было, мы другое поколение. Ну, я, по крайней мере, другое поколение, я родилась после войны. И он говорит очень интересную вещь. Он говорит, что для меня реальность была советская реальность. Я жил в ней. А вот с момента, когда я переехал за границу, благодаря тебе, я не живу в реальности совершенно. То есть мы не, он даже формулирует иначе. Он говорит, мы не живем в реальности. Я говорю, это не так. Я совмещать научилась очень рано в моем детстве еще две вещи. Реальность и мир фантазии, мир реальности. Они бесконечно пересекаются, они пропитаны друг другом. То есть если доминирует в какой-то момент реальность, я просто выискиваю момент, когда из нее уйти в мир фантазии, когда я понимаю, что я вынуждена вернуться в мир реальности, я как-то переключаюсь и возвращаюсь в мир реальности. Но он говорит, мне повезло, потому что вот все годы, что мы вместе, я совершенно выключился из реального мира. Сейчас, конечно, мы смотрим новости, мы разговариваем с людьми, ну, наши дети вовлечены в эту реальность, потому что обе дочери, одна ученая, другая врач. Конечно, одна принимает пациентов, не может к нам прийти. Вторая просто работает с вирусом, она не может к нам прийти. Их дети не могут нам, мы не видим ни внуков, ни детей. Это тяжелый момент, потому что они меняются на глазах. Мы можем разговаривать, но ты все-таки хочешь живое ощущение человека, ты хочешь обнять своего близкого. И вот это то, чего лишены очень многие. Художники, которые реагируют на сегодняшнюю реальность, реагируют на то, что происходит в этот момент, это абсолютно другие художники.
Ну и потом возраст надо учитывать. Молодые художники реагируют более активно, они более вовлечены в то, что происходит. У них реакция быстрее. В какой-то момент человек с возрастом уходит в другое пространство. И это не пространство каждодневных событий, это больше пространство, а может быть это по-разному, я не знаю, я сейчас говорю о нас. Ты уходишь в какую-то историю искусств, ты уходишь в историю даже исторические события человечества, и ты понимаешь, что все, наверное, уже было и все повторяется. Поэтому реагировать на то, что происходит сегодня, это очень проблематично для нас. А для кого-то это и есть то, как они живут, как они рисуют, как они реагируют, с чем связано их искусство. Вот то, что я могу сказать. Эмилия, как вы считаете, изменится ли искусство и все, что с ним связано после пандемии? Если да, то как? С дигитализацией изменится ли роль галерей в работе с художниками, например? А вот уже сейчас у нас проблема. Огромное количество галерей. У нас практически 5 или 7, между 5 и 7 галерей, с которыми мы работаем. Извините. Они уже сегодня говорят, давайте работы выставим на интернете, давайте будем работать на интернете. И вот тут включается какое-то такое чувство внутреннего самосохранения. Да, в принципе, понимаем, что галереи закрыты, продавать как-то нужно. Они должны, ну, как бы, не только для нас, что мы остаемся без денег, они для себя должны, у них счета, у них там помещения, которые они хотят сохранить. Многие галереи, безусловно, уйдут, закроются, они не выдержат. И, наверное, уже закрылись. Какие-то галереи, вот я видела в Калифорнии, там Гагошин и несколько других, Джеффри Дойч, объединились и организовали платформу на интернете, с которой они будут продавать и рекламировать своих художников. Ну, наверное, к этому шло уже очень давно, потому что есть такие аукционы, которые уже давно работают только на интернете, Артнет и так далее. А мы пока не готовы. Мир изменится, арт-мир. Я не предсказатель, я не могу сказать. Я думаю, что да, как-то изменится. Появится, может быть, больше будет внимания. Мне кажется, что будет больше внимания на реальную картину, потому что огромное количество вещей сейчас продуцируется интернетом, на интернете, на вот всех вот этих диджитал способов. Просто невероятно, особенно молодыми художниками. Поэтому картина, мне кажется, которая сделана, вот то, что я говорю, вручную, которую мы ощущаем вибрацию кисти, вибрацию руки художника, я думаю, что она будет цениться больше. Я не буду говорить о ценах, потому что я совершенно не понимаю, как какая-то работа может стоить там 300 миллионов или 500 миллионов, даже 50 миллионов, непонятно. Но я думаю, что человек захочет вот стоять перед картиной и разговаривать с ней, чувствовать ее в реальности. Эмилия, можно ли говорить о том, что изменения, которые сейчас происходят, могут быть началом нового периода в истории искусства? И если да, как этот период может быть обозначен в истории искусства? Digital art, во-первых, но он уже существует. Я не знаю, я не могу сказать, я не берусь сказать, потому что это очень сложный вопрос. Каждое изменение, с каждым изменением в истории человека, с какими-то радикальными событиями, глобальными событиями, возникают новые движения. Для меня исторически в истории искусств очень важны художественные направления. Почему? Практически, если вы посмотрите, то очень редко индивидуальные художники выходят. Очень в большинстве случаев это возникает новое движение. Так было всегда и так же в 20 веке. Какое движение возникнет, какое направление, какая группа художников выйдет вперед сейчас, после окончания этой пандемии, я не знаю. Над чем сегодня работают художники Илья и Эмилия Кабаковы? Ну, как сказать, Илья делает картины, но он их делает уже последние 5 лет беспрерывно. Он никогда не переставал делать картины. Вот очень странное понятие у многих людей, и коллекционеров в том числе. Это то, что Кабаков не картинщик, он не делал картины. И мне много раз говорят, если он делал инсталляции. Я не знала, что он делал картины. Или почему он вдруг начал делать картины? Чтобы продавать.
Если мы смотрим, картины начинались еще практически 56-го года картины есть. И никогда не останавливался делать картины. Да, он вышел с инсталляциями, потому что не удовлетворяла его двухмерность картины. То есть картина, естественно, она трехмерна, потому что в ней глубина есть. Но ему хотелось человека ввести внутрь картины. Не чтобы картина была окном в мир, а чтобы в эту картину, как выйти, она не оказалась окном в мир, а чтобы она оказалась дверью в мир. И человек вошел в эту дверь и оказался внутри картины. Вот инсталляция на самом деле является вот этой трехмерной картиной. Ты заходишь внутрь, и ты как бы то нарисованный персонаж в картине, который рассматривает все и живет одновременно в этой картине. Вот то, что инсталляция есть. Это трехмерная картина. Это, как можно сказать, даже театр, в который вас впустили на сцену, и вы ходите в то время, как актеров нет, но есть сама инсталляционная система на сцене, декорация. Илья рисует картины. Он уже, скажем, лет 5-6, даже больше, там начался такой период, когда он очень погрузился в историю искусств, очень сильно. И вот он связывает два времени на холсте, два разных периода, стили, и смотрит, как они в истории искусств будут сосуществовать, возможно ли для них сосуществовать. И то есть практически основная часть наших разговоров касается вот того, что он сейчас делает. Я за это время, вот, уже год тому назад начал до всего этого, но зато благодаря тому, что я никуда не езжу, я закончила книгу. Это такая биография, пока я дошла до периода, когда мы стали вместе с Ильей, то 92-й год, когда мы стали жить вместе, уже переехали совместно, съехались. Но поскольку Илья присутствует в моей жизни с самого начала, я скажу, даже я его помню там лет с 5-6, когда мне было 5-6 лет, он меня учил рисовать, скажем, для меня рисовал, для детей, то он присутствует постоянно в истории всей жизни. И дальше я вот вторая часть, я закончила до этого момента и думаю, как бы, то есть пройден тот путь, который меня сформировал как человека. А дальше уже как бы взрослый человек, потому что мы практически познакомились, когда мне было уже около 40, и начали жить вместе, ездить вместе, работать вместе. И вот с этого момента начинается как бы вот эта история Ильи Эмилии Кабакова. Это была история Ильи Эмилии, отдельно, и с которой все время сталкивалась. Кроме этого, вот новая какая-то пришла идея работать с видео. Я сейчас не буду говорить в деталях, что это. Мы попробовали в Берлине очень успешно. И вот это как бы я занимаюсь вот со своей дочкой и зятем, поскольку, но базируется на рисунках Ильи, на его альбомах, на каких-то просто рисунках. Вот то, что мы сейчас делаем, и думаю, что эту тему мы будем развивать. Вот как бы новый такой жанр. Ну и, безусловно, продолжается история с кораблем толерантности, поскольку для меня очень важны дети, очень важно их воспитание, вот эта толерантность, понятие умения слушать другого, умение понимать другого. Вот очень маленькая такая смешная история. У меня есть внучка, которой 5 лет. И она очень любит истории про феи. И я ей объяснила, что мы все феи, и она как бы вот дочка и внучка фей. А она спрашивает, а папа тоже фея? Я говорю, нет, папы не могут быть, только мамы, бабушки, там, сестрички могут быть феями. Но ты еще не настоящая фея, ты фея, которая тренируется быть феей. Она говорит, ну я же не умею летать. Я говорю, есть разные феи. Ты фея, которая не летает. Но ты та фея, которая должна научиться слушать людей, понимать, или им хорошо, или плохо. Если они нуждаются в помощи, ты должна помочь. А вот она очень радостно бежит помогать каждому, кого она видит, что нуждается в помощи. Это мама, папа, это друзья ее по школе. Но она знает, что она фея in training. Она вот как бы фея, тренирующаяся понимать людей. И когда она мне звонит сейчас, она говорит, ты знаешь, я сегодня научилась понимать кого-то там, какую-то подружку. Я слушала, что она рассказывает, и я не убежала. Вот это вот умение с детства слушать другого, принимать его, быть внутренне согласным на другого, неважно, какого он цвета, неважно, какой он религии, оно переходит, остается с человеком на всю жизнь. Вот это то, что мы занимаемся, то, что мы пытаемся объяснить детям в корабле толерантности. Следующий корабль, вот очень успешно мы провели с детьми
в Лондоне, в Чикаго. Задействованы были тысячи детей. И вот сейчас даже у меня там в Лондоне Foundation предложила разговаривать с детьми в школах, и мы вот через интернет разговариваем с детьми, после чего они пишут письма, они задают очень много вопросов. Следующий будет Палермо. И в Палермо, вот даже, я, наверное, думаю, что поскольку денег, наверное, после всей этой истории с вирусом ни у кого уже не будет строить корабль, то, может быть, мы сделаем виртуальный корабль, мы сделаем проекции этого корабля, но дети будут рисовать в реальности, дети будут разговаривать. Такая платформа для детей говорить о толерантности, о последствиях их жизни. После вируса они практически не ходят в школу, они сидят дома, о своих впечатлениях о том, как изменил их жизнь. Вот это будет в Палермо сделано. Может быть, сделаем интернациональный форум детей. Ну, посмотрим, что у нас получится. Это то, чем занимается Илья Емелья Кабакова сейчас. Да, несомненно, тема толерантности, она сейчас как никогда остра, и мой вопрос следующий, связан с толерантностью тоже, и вы с самого начала, в общем-то, уже начали об этом говорить, потому что мне кажется, что сегодня эта тема, она очень актуальна, это тема страха, потому что на страхе основан инстинкт самосохранения человека, но есть тонкая грань, когда страх может перейти в паранойю, стать сущностью человека, человек начинает жить на низких вибрациях, а в свою очередь это негативно может отразиться на его иммунитете, на его физическом, психическом, духовном состоянии, что напрямую определяет состояние общества в целом. Ваше мнение и что вы, как художники, концептуалисты, об этом думаете? Тут немножко разные мнения у меня и у Ильи. Илья боится всего. Он как-то привык жить в системе, и это виной этому советская система, естественно. Это страх управления, это страх человека, который стоит наверху, страх самой жизни, страх того, что кто-то донесет, страх того, что тебя арестуют. Я каким-то образом, меня миновал этот страх вообще. Илья говорит, что я никого не боюсь. Это неправда, я боюсь. Я иногда боюсь людей больше, чем я боюсь животных, потому что они непредсказуемы очень часто. Животное ты примерно ожидаешь нападения, или ты знаешь, как его, так сказать, приманить, и, в общем, ну, какие-то положительные вибрации от тебя ему передаются. Человек, к сожалению, во многих случаях не реагирует так, зависит от его психического состояния. Вот сегодня мы боимся другого, потому что он может оказаться для нас смертельной встречей. В древности мы боялись точно по той же причине. Это не был вирус, но это была опасность. Вот как все будет дальше, не знаю. Страх доминирует очень часто. Вы абсолютно правы, переходит в паранойю. И очень страшен. В детстве мы боимся каких-то неизвестных из-за угла выскакивающих чудовищ, монстров. Ночью мы боимся темноты. Вот эти детские страхи перерастают очень часто в доминирующие взрослые страхи. Ты боишься выйти на средину, ты боишься публичности, ты боишься другого, ты боишься человека другого цвета, другой религии. Это создает огромное количество конфликтов неразрешимых. И вот толерантность важна в том смысле, что она показывает ребенку, что на самом деле не нужно бояться. Нет этих монстров, есть другие дети, другие вместе. Вы можете разговаривать, у вас должен создаться умение создать диалог, умение разговаривать с другим, неважно, кто он, откуда он пришел. Ты человек. Вот музыка, искусство, рисунки, картины, песни, стихи, они как-то помогают создать такой культурный мост диалога или диалог в культурной сфере. И они в очень многих случаях спасают ситуации от эскалации. Я думаю, что страх, кроме того, опасен физически. Вот я очень много раз в своей жизни наблюдала, когда два партнера, очень близкие люди, один заболевает, и тут же заболевает второй, пережив болезнь и часто смерть другого, он буквально на второй день окажется точно так же смертельно болен. Это рак. Мне кажется, что рак возникает во многих случаях именно из вот этих безумно негативных переживаний, сострадания к другому и страха.
за другого или за себя. Доминирующее чувство страха очень часто может привести к фатальным последствиям. Поэтому элиминирование страхов, хотя бы до какой-то степени, если мы можем это сделать в детях, чтобы они не боялись другого, один из важнейших факторов нашего существования. Да, то есть корабль толерантности сегодня приобретает новый смысл. Продолжение истории, оно, то есть понятия тоже меняются, ситуации меняются, то же самое мы вкладываем в смысл, но немножко по-другому сегодня в связи с изменением, с коронавирусом, с новыми какими-то историями, да, видоизменяется и работа ваша, но она продолжается, и как никогда опять актуальна и важна, Но она никогда несомненно. не останавливалась, без сомнения. Она продолжается все время, и даже сегодня в каких-то других форматах. А, Я думаю, что у нас есть следующий проект, базирующийся на, или основанный, как меня Илья поправляет, нельзя говорить базирующий, но это основанный на корабле толерантности. Но он виртуальный, он должен быть сделан в формате вот, интернета. Я пока еще не могу никак сообразить, как это в реальности сделать, поскольку я не интернетный человек, но он объединяет, как бы, идею объединить детей всего мира. Как это сделать, я еще пока не знаю. Я ищу партнеров, которые должны быть либо страна, либо ЮНИСЕФ, но какая-то организация, которая финансово не заинтересована в том, чтобы получить деньги, а в том, чтобы объединить детей. Прекрасная идея. Надеюсь, что в скором времени вы найдете партнеров, тем более, что действительно эта тема сегодня очень-очень острая. И следующий вопрос на злобу дня. У меня складывается впечатление, что мир разделился на людей, которые видят в коронавирусе невидимого врага, которого надо всеми силами победить, искоренить, и на людей, которые считают, что вирусы всегда были частью истории взаимодействия человека и природы, и что надо научиться с данным вирусом жить, то есть укреплять свой иммунитет, чтобы им не заразиться. Ну, а если заразился, знать, как от него можно излечиться. Какого мнения придерживаетесь вы? Вирусы существовали. Тут есть одна небольшая проблема. Мы пока не знаем, этот вирус натуральным путем произведен или вот действительно был искусственным путем и вырвался из-под контроля. Он очень быстро мутирует. Ученые не говорят, но они не, вот, ну, то, что я слышу дома, они не совсем понимают природу его происхождения, они не совсем понимают, он каждый раз дает другие симптомы, он меняется. Они не знают, человек, который переболел этим вирусом, или он не заболеет в следующий раз. Да, вакцина работает, но работает ли она навсегда, или она работает только до следующего раза, пока ты заболеешь? Может быть, ты заболеешь легче. Должны ли все переболеть этим вирусом? Ну, как мы можем так сказать? Что важнее, наша экономика? Вот у нас в Америке сейчас проблема. Значит, чем пожертвовать? Человеческой жизнью или экономикой? Безусловно, невозможно бесконечно сидеть в заперти никому. Начнутся либо восстания, либо грабежи, и какое-то количество людей, которые вообще не хотят знать, что такое этот вирус, и думают, что он абсолютно безопасен, плевать на все, я переболею, у меня иммунитет. А почему ты считаешь, что у тебя иммунитет? А почему ты считаешь, что другой умрет, а ты не умрешь? Мы не знаем, кто умрет и кто не умрет. Мы видим сейчас, что умирают дети, мы видим, что умирают люди 20 лет, 18 лет. Сначала считали, что только пожилые люди. Но сейчас очевидно, что да, у пожилых людей иммунитет меньше, и они чаще умирают. Но молодежь умирает очень сильно. И вот выбор между жизнью человека и нашей экономической системой, без которой мы существовать просто не можем, он очень сложный. Я боюсь того, что как только открывается вся система и люди начинают ходить, они 50%, а может быть даже 60% людей, которые не очень образованы, которые вот так говорят, что «а меня это не касается, и меня это не тронет, я выживу». Снимут маски, начнут близко подходить друг к другу, пойдут в бары, пойдут в рестораны, поедут отдыхать все вместе на этих кораблях, в самолеты начнут летать. Как можно сказать, что будет?
С одной стороны, это как, знаете, чаша весов правосудия, что перевесит. И, конечно, политика. Политика замешана во всем, доминирует сейчас. А то, что я наблюдаю во многих странах, где-то доминирует человечность, превалирует человечность, и отношение к человеку очень бережное, и стараются его обезопасить. А в других странах вот как бы так наплевать, ну, мы посидели немножко, а теперь пора спасать нашу экономику, потому что близятся выборы или там еще какие-нибудь причины. И, ну, в общем, серьезные ситуации, очень сложные. Я не политик, очень сложно разрешать такие, поэтому я не знаю, вот честно, я не знаю, чью сторону принять. Я понимаю, что человеческая жизнь дороже. С другой стороны, я понимаю, невозможно на много лет нас запереть. Значит, мы открываем сейчас во всех странах системы, мы выходим на улицу. Единственное, что я могу сказать, чтобы все понимали, что этот вирус чрезвычайно опасен. И даже выходя на улицу, я тоже не могу больше сидеть. Я сижу дольше, чем все, потому что мы сидим, Илья и я, с февраля месяца, поскольку сведения, так сказать, врачи получили раньше, вот как моя дочь, они нас заперли с конца февраля, что спасло мою жизнь, потому что я должна была встретиться с несколькими людьми, один из которых уже умер от этого вируса. А у меня должен был быть ланч, там с ним пойти поесть, и должна была на открытие куда-то идти. И моя дочь категорически сказала: ты никуда не пойдешь, будешь сидеть дома. И вот мы сидим дома. Но я выдержать не могу, у меня есть какие-то планы, я хочу куда-то ехать, я хочу встречаться с людьми. Я не могу бросить какие-то выставки, если они состоятся, и не поехать, не делать, потому что они не будут правильно сделаны. Значит, как я должна поступить? Рисковать своей жизнью. И в данном случае это жизнь Ильи тоже. Я не могу, я не отвечаю только за себя, я отвечаю за него. И многие люди точно так же должны думать. Значит, маски, расстояние, невероятно осторожными быть, невероятно аккуратными, потому что мы спасаем не только свою жизнь. Во многих случаях люди являются носителями, не понимая этого. Значит, мы спасаем жизнь других. Вот это сочувствие, и тут вот как бы должно быть ощущение того, что жизнь других людей зависит от меня очень сильно сейчас тоже. И моя от них. Однозначно очень много вопросов. И я надеюсь, что специалисты, врачи наши постепенно будут нам давать ответы, и мы будем понимать, как вообще с этим жить дальше. А нам нужно продолжать быть позитивными и стараться не терять надежду и веру. Наверное, это самое главное. И как вы считаете, есть ли позитивные уроки, которые мы уже можем извлечь из этого периода? Да, я считаю, что, конечно, много позитивных уроков. Во-первых, мы поняли, что мы все зависим друг от друга. Мы поняли, что если один человек не считается с другим человеком, даже в семейной жизни, люди, наверное, внутри каждой семьи сейчас поняли, любят ли они друг друга, могут ли они сосуществовать на маленьком пространстве. А другое отношение к детям. Вы неожиданно поняли, что, честно говоря, родители воспитывают своих детей. Не школа, не улица, не бабушки, дедушки даже, не чужие дяди и тети. А ты ответственен за своего ребенка, что он думает, что он говорит, как будет складываться его жизнь. И вот многие люди, оказавшись со своими детьми, неожиданно поняли: я не могу воспитывать, я не умею, я не знаю как. А другие совершенно спокойно как бы влились в эту реку воспитания и придумали новые способы, и полностью заняли своих детей какими-то делами, придумывают какие-то игры, что-то с ними делают постоянно. Начали их сами обучать, потому что, понятно, система обучения по интернету пока еще не очень работает. Зависимость друг от друга невероятная во всем мире, и экономически, и физиологически, и в отношении климата. Положительное, вот, например, да, то, что климат стал у нас, ну, как бы чище воздух стал, потому что практически на 3 месяца выключились и автомобили, и какие-то даже заводы, и самолеты. Ну, как бы дышим более лучше, для нашего здоровья лучше, спокойнее стало. Может быть, даже спокойнее. Не все, конечно, могут переносить эту изоляцию, хотя мне кажется, что в этой изоляции у тебя больше времени почитать, что-то поучить, позаниматься. Вот все университеты и колледжи предлагают бесплатные курсы. И это очень интересно смотреть, заниматься что-то, выучить языки какие-то другие. Ну, в конце концов, заняться самообразованием.
Мы никогда не имеем в современной жизни времени на себя. Ну, разве что на свое физическое, как мы выглядим, а все остальное мы не очень-то и используем наше время правильно. А вот тут мы получили, Бог дал нам возможность побыть самим собой. И с людьми, которых мы должны любить. И думаем, что любим, но не всегда действительно любим. Да, прекрасно, прекрасно вы все это рассказываете, потому что действительно мне тоже кажется, что а, уже мы очень многое поняли, особенно мы поняли, что действительно в наших руках очень многое, и очень многое зависит от нас самих, от каждого из нас, и мы поняли, где можно доработать что-то, чему можно научиться, какие проблемы исправить в семье, мы поняли, насколько важны для нас а, люди, которые рядом с нами, которых, может быть, мы меньше ценим, принимаем за должное чаще всего, они оказались самыми главными. Профессии, которые нас спасают сегодня, да, которых тоже мы раньше не думали, мы почему-то отдавали должное каким-то более гламурным, более э, медийным или ярким профессиям, а оказалось, что наша жизнь зависит во многом, в общем-то, от врачей, от медсестр, от людей, которые работают Люди, в продавцов, которые супермаркетах. конечно, правильно. Люди, которые работают в супермаркете, люди, медсестры, люди, которые просто вот, жертвуя своей жизни практически приносят нам эту почту, работают на почте. Все Конечно. люди вокруг, которых мы видим, которые обслуживающие, и мы их принимали, ну не мы, я нет никогда, ну, скажем, многие люди смотрели как мусор этой жизни, вот они рождены, чтобы нас обслуживать. А мы же без них не можем существовать. Наше общество абсолютно не может. Наша жизнь, наше благосостояние, вот наша вот эта комфортабельная жизнь зависит от этих людей. Давайте-ка их будем уважать в первую очередь. Абсолютно. Абсолютно. Очень много уже можно сделать выводов, и я надеюсь, что после того, как мы выйдем из этой пандемии, мы не забудем вот эти уроки. Несколько вопросов, которые я получила для вас и Ильи Иосифовича. Михаил Каменский спрашивает, вернутся ли мировые музеи в обычный формат или цифра отвоевала себе место на будущее и уже не сдаст позиции? Мы тоже все время обсуждаем этот вопрос. И тут два мнения. Одно, что да, вернуться, во-первых, потому что им нужны деньги на существование, особенно во многих странах, кроме Германии, музеи не поддерживаются государством. Значит, у них дилемма. Пустить огромное количество людей в музей. Вот, например, Метрополитен вчера заявил, что они не открываются до следующего года. Это очень серьезно. Значит, они будут продолжать вот эти интернетовские свои программы, путешествия по музеям. Вчера я просто посмотрела путешествия каких-то пингвинов по музею, что я понимаю, что надо привлечь публику. Вместо устраивания в музее там каких-то перформансов, пустить пингвинов гулять по музею, что для меня было странно, что пингвинов-то показывают, а искусство не показывают. Если вы уже показываете пингвинов, идущих по музею, то, по крайней мере, показывайте картины, чтобы люди, которые смотрят пингвинов, смотрящих картины, не смотрели пингвинов, а смотрели на картины как бы глазами пингвинов. Я думаю, что это оригинальная идея, но только все-таки показывать надо было картины. Я думаю, что музеи будут существовать, потому что музей – это тот эталон, по которому критерий, по которому мы оцениваем искусство и его роль в прошлом, в настоящем, в будущем. По крайней мере, так было и так должно быть. Будут люди ходить? Да, безусловно, будут ходить. Вот будут ли ходить вот эти толпы людей в музей, туристов, которые совершенно не заинтересованы, многих людей, которых не интересует искусство, но интересует снять себя в этом музее и сказать, вот я только что был вот в этом зале, или я там прошел музей, я был в музее. Ты не был в музее. Ты пришел туда снять свое селфи. Но любители искусства, люди, для которых это просто, так сказать, часть их культурного образования, часть их жизни, безусловно, будут продолжать ходить в музеи. Я думаю, что невероятно важна финансовая поддержка со стороны очень богатых людей, вот этих все, которые на борт Trustees, и просто люди, которые могут дать деньги музеям, надо это помогать, надо поддерживать. Галерея – это другая история, это финансовая история, и, значит, как я говорю, кто-то выживет, кто-то не выживет, но, в принципе, они
знают, как им выживать, или не знают. Это уже другой вопрос. А вот музеи – это наша культурная ценность. Это то, что мы должны хранить, то, что мы должны понимать, мы оставляем. Нам передана ответственность из прошлого сохранять эти музеи. Это для нас собирались эти музеи, чтобы мы могли смотреть, что было сделано для человечества. И культурная ценность человечества состоит именно в этих музеях, в том, что мы их сохраняем, ценности прошлого, и наша обязанность передать их в будущее. Василий Клюкин из Монако спрашивает, что вы думаете о художниках фигуративных при довольно большой тяге арт-мира к абстракции? Все течет, все изменяется. И есть какой-то период, когда фигуративность доминирует, и есть какой-то период, когда доминирует абстракция. Я думаю, что фигуративность будет. У нас есть один очень знаменитый коллекционер и дилер, очень знаменитый, не буду называть имя, он говорит, я в жизни своей никогда не купил ни одной работы и не заинтересовался, в которой есть хотя бы элемент фигуративности. Но есть огромное количество людей, которые любят эту фигуративность, которые могут на нее смотреть, для которых она важнее абстракции. Каждый воспринимает по-своему, смотря под каким углом зрения он смотрит, какое у него образование, и к чему он привык, или к чему он стремится. Это очень персонально всегда. А я думаю, что будет сосуществовать и то, и другое. Никогда не уйдет фигуративность. На какие-то периоды уходит и, безусловно, будет возвращаться обратно. Артемий Троицкий передает поклон и привет Илье Иосифовичу, и у него такой вопрос. Илья всегда был большим домоседом и не любил тусовку. Наверное, ему нравится нынешняя карантинная ситуация. Ну, я уже, по-моему, сказала в самом начале, я невероятно счастлив, потому что жена сидит дома. Это как бы для него это мир, который создан за последние годы. Мы практически 32 года, не разлучаясь, ездим вдвоем. Мы живем, куда бы мы ни ехали, мы всегда были вдвоем. И вот эти мои поездки последние 5 лет без него, вначале было очень тяжело. И 10 раз в день я звоню, и как бы там один коллекционер сказал, ну, признайся честно, он же говорит тебе каждую минуту, что делать. Я говорю, безусловно. До такой степени достал, что в туалет не дает. Только зайду в туалет. Он звонит и говорит, что мне делать. На самом деле это не совсем так. Он доверяет полностью, я работаю, но для него очень тяжело быть одному. Это связано с возрастом. Когда мы начали работать вместе, когда мы только начали встречаться даже, Илья был феноменально какой-то человек, который был одинокий. Несмотря на огромное количество друзей и всю среду, которые были друзья очень близкие, и очень много разговоров, человек этот был сам по себе. Его единственная цель жизни заключалась в искусстве. То, чем он занимался, было важнее всех. Важнее женщин, важнее друзей. Он это, может быть, даже не показывал, но поскольку я его очень давно знаю, и потом у меня невероятное чувство эмпатии, я очень чувствую людей хорошо, я это поняла сразу же. О том, что с Ильей нельзя говорить на обычные темы, что разговоры должны быть совершенно на другую тему. Это о работе, это об искусстве, это о каких-то обсуждениях, каких-то идей, не бытовых событий, не обсуждения людей, а обсуждения идей. Ну вот так мы и живем все эти годы. Поэтому, конечно, он вовлечен во все события, он хочет знать, что произошло, кто что сказал. Но его интересует, скажем, выставка Рихтера, на которую, к сожалению, мы не попали, или выставка Дональда Джада, больше, чем его интересует, что сказал президент Трамп или что-нибудь наподобие. Так мы живем. Поэтому это положительная сторона двери этой эпидемии. Марина Альвитр из Санкт-Петербурга. Марина собирает искусство и работает как
арт-консультант. У нее такой вопрос. У вас был опыт работы с кураторами высокого уровня. Насколько сильно необходимо включение художника в выставку при работе с ним? Или задача художника, на ваш взгляд, создать произведение и устраниться? Насколько важно плотное взаимодействие художника и арт-специалиста сегодня? Ну, давайте я скажу так, что художник может обойтись без куратора, а куратор без художника не может обойтись. Не существует позиции куратора современного, если у него нет художника. Это однозначно, да. Но должен ли художник влиять на работу куратора или лучше оставить куратора в покое и Ну, мы такой вопрос? тоталитарные, так сказать, существа, мы тоталитарные художники. Я всегда это повторяю. И вот, например, мы должны были работать с Георгиевым, и после наших встреч мы большие друзья, но он просил нас сделать дизайн для оперы, мы дружим, но все-таки я сказала, ты знаешь, говорит, на одной сцене 3 тоталитарных человека, это уже 2 слишком много. Ну, жалко. Куратор Это не интересно, необходим я могу сказать. художнику. Не необходим художнику. Мы работаем так, что в основных ситуациях куратор стоит в стороне. Он предлагает сделать выставку, он работает для каталога, мы привлекаем его, мы спрашиваем его мнение, но делать мы будем все равно то, что мы считаем правильным. Но это наша позиция. Я знаю, что некоторых других, как, например, Маурицио Каталан, он просто посылает рисунок и говорит, делай, что хочешь. Я это слыхала от куратора. Это другая позиция. Поэтому это зависит от художника. Мы работали с великими кураторами, такими как Зиман. Я хочу сказать, что они не вмешивались в работу художников. Они приглашали на выставку, тематика этой выставки была такая, которую сказал куратор. Вот он, например, предложил, мы будем делать там что-то связанное с кинематографом. Хорошо. Значит, что вы предлагаете? Мы обдумывали, что у нас есть, мы смотрели, что можем предложить. Это была либо новая работа, либо работа, которая уже как бы существовала, но которую можно было вписать в контекст и в концепт этого куратора. А дальше это абсолютно Ян Худ, это было наше. Даже я расскажу такой эпизод. Во время документы был один молодой художник из Бельгии. И этот художник в комнате должен был создать инсталляцию. И вот он маялся невероятно. Ян Худ был куратором. Художник каждые 2 дня говорит, я не могу, я должен поехать домой в свою мастерскую, в Бельгию, потому что там я как бы инспирируюсь тем, что вокруг меня, и тогда я приеду и сделаю инсталляцию. 2 раза, 3 раза поехал. На 3-й раз, когда он собрался уезжать, я просто свидетель, персонально это видела. Ян Худ стал в дверях, говорит, никуда не поедешь. Ну скажи мне, что делать. И вот Ян Худ ему говорит, я не могу тебе сказать, что делать. Ты художник, я только куратор. Значит, ты сидишь в этой комнате и никуда не выйдешь, пока ты не сделаешь эту инсталляцию. Я не выпустил его. И художник при таких экстремальных ограничениях, вот как при коронавирусе, пришел с очень хорошей инсталляцией. Но куратор не вмешивался, не подавал им никаких идей. И вот мы работаем 30 лет, и кураторы, с которыми мы работаем, практически никогда не вмешиваются. Один раз, я не буду говорить где, началось с того, что просто довели меня, это уже без Ильи сейчас было, до истерик. Ну, я человек очень спокойный, то есть я не очень спокойный, я не показываюсь, так сказать. Если я злюсь, я начинаю пытаться убедить другого человека. И когда меня спросили, вот как работала с этим куратором, я сказала, замечательно, мы остались друзьями. А могли остаться врагами. Но сделали мы так, как мы хотели. Ну, это талант, ваш талант. То есть очень многое зависит от художника, от куратора, от проекта. То есть здесь действительно очень многое зависит. Это кооперация, это кооперация. Сказать, что Кооперация. куратору не нужен художник, это глупость. Также есть несколько вопросов от людей, с которыми вы знакомы, но они предпочли не обозначать свое имя. Первый вопрос. С кем Кабаковы работают в России? Имеются в виду люди, галереи, музеи, кураторы. Мы не работаем с дилерами профессиональными, с галереями в России. Никакой. Мы работаем с разными людьми, которые, как бы я не буду называть, скажем, ну, одного назову Марат Гельман, скажем, да. Мы давно знакомы.
мы очень, так сказать, его уважаем как профессионала, и мы с ним работаем. Остальные часто приходят, что-то предлагают, это, я не хочу оскорбить людей, но для меня это, так сказать, пришли и ушли. Это почти никогда не работает. Музей, ну, мы работаем со всеми музеями, которые предлагают. Это, например, вот сейчас даже Владивосток. Будет выставка во Владивостоке в музее, была выставка в Самаре, и даже музеи вот хотят сделать сейчас выставку. Там была какая-то выставка, но они хотят что-то еще сделать. Казань хочет что-то сделать. То есть практически мы очень много работаем. Ну, а московские вы знаете, это Третьяковская галерея, Эрмитаж. Мы очень много. Первый раз, когда мы приехали в Россию с выставкой, это был Эрмитаж. Это была совершенно для нас необычная ситуация. Мы впервые, ну, я не впервые, я была в 90-м году первый раз. Но Илья первый раз после того, как он уехал в 87-м году из России, Советского Союза, он вернулся первый раз в 2008 году мы приехали первый раз. Нет, в 2004 году. В 2004. В 2004 году, да. Это был Эрмитаж. И второй раз Москва, это был 2008 год. Это был гараж, первая выставка гаража, это была наша выставка. И, конечно, для нас это было очень странно, потому что я, когда первый раз сказала, я знаю, как работать с людьми на Западе, я не понимаю, как работать с людьми в России. Потому что я не знала, как. Я никогда, на самом деле, честно говоря, не особо работала в России. И тут мне пришлось сталкиваться с различными профессиями, с другой ментальностью. Я уже сегодня 47 лет на Западе. Это намного больше, чем я жила в России. Поэтому, конечно, сложно было. Ну, как-то, во-первых, люди везде люди. Люди всегда и везде, если ты к ним относишься по-человечески, и неважно, кто этот человек, ты видишь в нем человека, ну, нет проблем. Это, в конце концов, мы работаем вместе. И для меня совершенно не важно, это человек-маляр, или он плотник, или он куратор, или он директор музея. Это человек, с которым в данный момент у нас рабочие отношения. Поэтому ты, если он работает, если он профессионал, ты относишься к нему на профессиональном уровне с уважением. Да, это очень просто. Да, вы очень интересно рассказывали о своем опыте работы с Эрмитажем в 2004 году в нашем предыдущем интервью. Поэтому, если кому-то хочется узнать об этом поподробнее, пожалуйста, смотрите, это интервью выложено на нашем YouTube-канале. А следующий вопрос как раз связан вот с тем, о чем мы только что говорили. Задает вопрос нам также человек, которого вы знаете, но он попросил не обозначать его имя. Вопрос связан с вашими ретроспективными выставками, которые не так давно с большим успехом прошли в Tate Modern в Лондоне, в Эрмитаже в Санкт-Петербурге, в Третьяковской галерее в Москве под названием «Not everyone will be taken into the future», «В будущее возьмут не всех». И вопрос такой: есть ли планы серьезной ретроспективной выставки в ведущем американском музее? В ведущем нет, но есть планы. Должны были быть в сентябре большая выставка в Dallas Contemporary открывается музей, но мы ее перенесли на апрель. Она будет в апреле, естественно, потому что, хотя директор настаивал, мы сели, поговорили, и было понятно, что никто не придет в сентябре. Делать выставку, на которую будут затрачены огромные деньги, и деньги эти спонсоров, я лично не готова, знаю, что никто не придет. И делать ее виртуально я не хочу. Поэтому ее перенесли на апрель, мы к ней готовимся, мы разговариваем с коллекционерами взять работы, мы разговариваем, что там нового можно сделать, как проекции наши виртуальные будут делаться в городе. Эта выставка, ну, я сейчас не буду называть, очень много выставок. Мы будем в Москве на выставке, вот в Третьяковке. Большая выставка готовится во Владивостоке. Будет выставка в музее и корабль толерантности. Должны были быть тоже в сентябре. Я даже планировала ехать туда через Японию, но, к сожалению, наверное, не получится сейчас. Я боюсь просто. Поэтому тоже, наверное, отложим на следующий год. Это такой президентский форум должен быть в это время в городе. И мы хотели проверить, чтобы он прошел под знаком толерантности, поскольку там планировалось, что будут разные президенты, то как бы, чтобы они обратили внимание, это будет обращение детей к президентам всего мира, всех стран, о том, что вот дети просят обратить внимание на толерантность и на них.
Да, и я знаю, Эмилия, когда мы с вами общаемся, вы всегда очень открыты к проектам в других странах по теме толерантности. Вот корабль толерантности — это Ship of Tolerance, поэтому такое открытое обращение для людей, специалистов и участников арт-рынка или просто людей, которые занимаются благотворительной деятельностью или какими-то другими социальными проектами. Если есть интерес, то Эмилия всегда очень открыта любым проектам, любым странам, потому что тема толерантности, она актуальна была всегда и особенно актуальна сегодня. Я думаю, что завтра ее актуальность будет еще острее. Ну, у нас вот корабль, мы оставили корабль, например, в Цуге. Уже 3 или 4 года корабль каждый год возобновляется, дети рисуют новые рисунки. А это означает не просто рисунки, у них такие как бы сессии разговоров. И там очень замечательный случай в Цуге был. Мы когда сделали корабль, то дети всего города участвовали. Там 3 города было замешано. И дети участвовали, и родители участвовали. Там иммигранты. Там было немного, не такое большое количество беженцев. Иммигрантов много, но беженцев немного. И до того, как был этот корабль, люди не общались с ними, не помогали, то есть они полностью не хотели пускать в society. Швейцария довольно закрытая страна, я ничего нового не говорю тут. И вот корабль изменил ситуацию в городе. Было перекрыто движение, мэр города участвовал, везде поставили столы. Amnesty International, там всем раздали t-shirts и так далее. То есть практически дети всего города танцевали, пели, еда была бесплатная, национальные блюда всех стран, национальностей на столах стояли, пекли какой-то хлеб на улице старинным способом и так далее. И вот когда все это закончилось, в музей, где мы очень много работаем, и практически каждые несколько лет делаем выставки, пришла очень пожилая женщина, директор музея, и сказала: мне 90 лет. Я в этом городе родилась и живу всю мою жизнь. И вот Кабаковы изменили этот город, они изменили отношения между людьми. Люди здороваются с друг другом, они спрашивают, как здоровье. Они помогают друг другу. Мы стали помогать иммигрантам, помогать беженцам. Почему? Матери оказались с детьми вместе, когда дети рисовали, пригласили их в эти центры, где они рисовали, и пришлось им беседовать. И они обнаружили, что и беженцы тоже люди, смотря из какой страны, Ирана, Ирака и так далее. Что это такие же женщины, они нуждаются в помощи. Для мужчин мы сделали стол толерантности. И мужчины, ну почему для мужчин, понятно, там мусульмане были, мы не хотели сажать женщин, чтобы не возникало конфликтов. И с модераторами. Первые 2 раза они, по-моему, даже подрались, но через 2 раза они вот дали им работу, начали разговаривать, обсуждать ситуации. И вот эта женщина сказала: мы слыхали, что тут будет строиться по проекту Кабаковых, город строит архив музейный, здание. Мы сделали архитектурный проект для них. Сколько денег на это надо? Ну, вы понимаете, что я шла о миллионах. И директор музея так сказал ей эту сумму, я, честно, даже не знаю, какая сумма там. И она села и выписала чек. Он мне позвонил просто в истерике настоящей. Он сказал: ты представляешь, она всю сумму заплатила, сколько нам надо на постройку. Вот так меняется ментальность. Потрясающе совершенно. Я забыла сказать, что у нас планируется выставка рисунков Тейт опять Модерн и Помпиду. Ваших работ? Или Выставка рисунков, да, или Тейт. И Помпиду делает инсталляции. 1 или 2 мы еще пока не решили, но это будет выставка тоже новая. Прекрасно. Корабль толерантности в Цуге — это как раз тот момент, когда мы с вами познакомились и делали интервью, помните? Поэтому вот опять-таки тем, кому интересна эта тема, Эмилия очень подробно рассказывает в первом интервью о проекте «Корабль толерантности», о том, как он возник, как он развивался, о том, что
тот момент, когда мы встретились в Цюге происходит в Цюге, там есть фотографии, там есть информация, потому что такой вопрос тоже был, но вот об этом мы уже говорили. Сегодня Эмилия много рассказала о корабле толерантности, о том, как он продолжает жизнь и о потенциальных новых интересных формах, которые этот проект может принять. И опять-таки те зрители, которые смотрят нашу передачу, вот, пожалуйста, может быть, у кого-то возникнут идеи или кто-то решит подключиться, помочь. Сегодня, как Эмилия об этом говорила не раз, все интервью, мне кажется, пронизано этой мыслью сегодняшней о том, что мы все оказались в этом одном корабле, мы все друг другу, в общем-то, должны помогать. Мне кажется, мы поняли сегодня, наконец-то, что очень многое зависит от того, как мы будем друг с другом находить общий язык. Наш корабль не потонул, нам абсолютно нужно всем. Да, чтобы корабль не потонул. Потрясающе. Спасибо большое, Эмилия, за ваше время, за этот интересный разговор. Можно я еще добавлю какую-то вещь? Конечно, да? конечно. Пользуясь, так сказать, открытым экраном, на две вещи я хочу. У нас проект сейчас «Дети готовят» наши. В 1996 году мы сделали инсталляцию, которая находится в Гамбурге, «Лечение картинами» и «Лечение воспоминаниями», есть еще инсталляция. И вот сейчас дети готовят проект, который будет как бы интернетский проект, который для госпиталей. И мы будем в госпиталях проецировать лечение картинами и лечение воспоминаниями. Две инсталляции. А второе, я хочу попросить помощи. У нас в Москве будет выставка, там большая групповая выставка, и у нас очень интересная инсталляция. И мне нужна будет помощь, даже не столько финансовая, там, сколько там действительно не хватает сейчас денег, но физическая, поскольку мне нужно будет сделать деревянные такие панели, как волны, и это надо будет сделать в Москве. И если кто-то знает очень хороших плотников в Москве, которые не сдерут на шкуру, денег там нет, я приеду, и мы вот как бы совместно сделаем эту часть работы в Москве. Ну, просто совет мне нужен такой, где можно найти хороших плотников, которые с нами поработают. Вот все. Очень важно. Спасибо большое. Я надеюсь, что наши зрители, может быть, кто-то откликнется или кто-то кого-то знает, поэтому, пожалуйста, связывайтесь, и мы будем продолжать это плавание вместе. Огромный привет Илье Иосифовичу. Надеюсь, до новых встреч в нашей программе. Эмилия, спасибо большое за ваше время. И с вами всегда замечательно разговаривать. Спасибо вам. Чувство доверия взаимного, персонально. Но возникло персонально, поэтому можно разговаривать по интернету. Да, спасибо вам большое за это доверие. Я его очень ценю. Спасибо. Спасибо. До свидания. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на мой канал YouTube. Впереди много интересного. В соцсетях, которые указаны в шапке моего YouTube-канала, я заранее объявляю гостя следующей программы. Вы можете задать свой вопрос. Я также буду рада услышать ваши пожелания по поводу того, кого вы хотите увидеть в следующих передачах. Желаю хорошего настроения, позитива. До новых встреч!